Всем привет, с вами Бассет, и сегодня мы поговорим об одном билдордере в ZVZ. Это билдордер push с реведжерами и собаками на 45-48 рабах. Это, в принципе, не очень сложный билд, но при этом очень эффективный. Нам понадобится трехбазовая экономика и вот перечисленные юниты. Сам билдордер выглядит примерно так. То есть мы начинаем со стандарта, газ, хат и газ пул. Потом ставим третью базу на 2.50 Беллинг Нест, на 3.20 эволюционку, плюс 1 к броне, роучворы на 4.10 вместе с газами, и затем мы атакуем. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на практике. Итак, сегодня поговорим про билд ZVZ, где вы играете в роуче из 3 баз с собаками и с апгрейдом плюс 1 на броню. Начало довольно стандартное, вы открываетесь 16-ю хату, 18-й пул, 17-й газ. Здесь промотаем, да, чтобы не тратить время. Все стандартно. Если вы знаете, как играть стандарт, вы знаете, как играть этот билд автоматически. Здесь есть только пара важных моментов. Момент номер 1. Нужно посмотреть на то, какой опенинг у вашего противника. Как это понять легко, можно просто первым оверлордом, да, то есть он летит. Мы смотрим внимательно на крип оппонента. Сейчас мы это увидим. Видим, что у него крип есть вот к этой минуте, к 2.10, да? Сравниваем со своей базой. У нас тоже крип такой же. То есть оппонент также сыграл в 16-ю хату, у него стандарт, и мы можем расслабиться и дрониться до 3.40. Это означает, что к нам ничего плохого не придет, и мы можем халявить. Давайте дальше. На 2.40 у нас идет стандартная третья хата. С ней все очень просто. Можно сделать 2 собачек для разведки. Можно не делать. Это как вам больше нравится. Обязательно на 2.50 идет Беллинг Нест. Он нам будет необходим в нашей атаке и для обороны. И теперь непосредственно перейдем к билду. Что важно? Важно прежде всего то, что на 3.20 мы ставим эволюционную камеру. Ставим мы ее в стенку. Вот сюда. И по завершении эволюционки мы сразу заказываем апгрейд на броню всем юнитам наземным. Не забываем делать инъекции и заказываем вторую королеву тоже где-то в этом районе. Вот. К 3.40 надо также сделать немножко собак. Обычно хватает 6-10. То есть по своему усмотрению заказываете сколько хотите. Я делаю обычно 6-8. 2 собачки должны стать бейлингами, потому что нам нужна будет защита. На всякий случай, то есть вас могут вот сейчас прям начать алынить, если бы он тоже делал много собак. Но в моем случае этого не происходит, поэтому все у меня хорошо. То есть вот 2 собачки остаются дома. Они здесь станут бейлингами, если что, а все остальные бегут на разведку. Может быть подпушить, может быть заставить его заказаться. И такие дела у нас. Дальше мы заказываем королеву на 3-й. Эту королеву переводим, на 2-й, точнее, извиняюсь, переводим на 3-ю базу. Дома все по стандарту. И здесь 3 раба. 3 раба все время на газе. Мы их даже не снимаем в начале. Заказываем апгрейд и дронимся до 45 рабов. Это важное число, даже где-то до 47, потому что нам надо будет сделать еще 2 газа и роуч ворон. Продолжаем дрониться, и где-то, если у вас не было никаких конфликтов, если вы оба играли в дронов, то есть никто никого не атаковал, у вас к 4.10 должно пойти 2 газа и 1 роуч ворон. Если вы, конечно, разменивались, тайминги могут немножко съехать. Это нормально, ориентируйтесь по рабам. То есть вы должны заказать это где-то на 45 рабах. То есть вот 4.15, роуч ворон, и сейчас будут 2 газа. Вот эти 2 газа на 4.20, по сути. Все, по сути, если вы дошли до этой стадии, вы сделали все правильно. У вас на 4.20 должно быть 48 рабов. Немножко собак, возможно, там 2 бейлинга. Апгрейд в процессе и 3 королевы. Ну и роуч ворон. У оппонента, соответственно, который играет стандарт, роуч ворон только пойдет. У него будет плюс 1 на дальнюю атаку. И лейер. Теперь нужно заказать несколько оверлордов. Наверное, штуки 2-3, больше не надо, то есть чтобы у нас был свободный запас для армии. И мы просто ждем, ничего не заказываем, ждем конца роуч ворона, то есть ждем, когда он достроится, чтобы заказать сразу 10 рачей. Вот вылетели экстра оверлорды, у меня 98 лимита, 59 из 98.
Не забываем делать инъекции, это очень важно, даже во время атаки. И как только роуч ворон готов, мы заказываем 10 роучей. Они вот в коконах уже. Теперь, собственно, простая часть, да, то есть лейер мы не делаем, делаем лейер только если нас разведали. То есть если собачки забежали на мейн, можно сделать лейер, чтобы просто показать оппоненту, что мы не собираемся аллейнить. Это такой небольшой трюк. Мы делаем 10 рачей, но больше не делаем их, потому что нам нужно хорошее дотекание. Дотекание делаем собаками. И сразу же морфим реведжеров. Реведжеров нам надо 4 штуки для оверлордов. Помним об этом, да? То есть 4 реведжера убивают оверлорда, 5 реведжеров убивают кокона. Как правило. То есть у них чуть там больше площадь. Вот. Атакуем. Идем всей армией вместе, стараемся с собаками драться только если есть возможность. Но если у оппонента есть хорошая армия, с собаками не деремся, ждем наших роучей. Хорошо заморфить несколько бейлингов, тоже это поможет. И смотрите, теперь по приоритетам атаки. Да, давайте чуть промотаем. Вот вы пришли к оппоненту на рампу. Что делаем? Обычно врага будет по дефолту меньше, и несмотря на то, что у него есть апгрейд на роучи, все равно ему нужно будет 3 выстрела, чтобы убить собаку, потому что у нас есть вот этот +1 на броню. Наш приоритет это прежде всего армия. Надо убить первую армию, которая есть, надо не дать ему скопиться, не дать собрать силы из дотекания, убить эту армию, а затем расправиться с третьей базой. То есть если это карта, где у него есть такая вот стенка, сюда заходить довольно опасно, потому что наши собаки будут толпиться, роучи будут тупить, и он будет довольно хорошо размениваться. Лучше тогда, конечно, убить остатки армии, которые вне стены, и забрать базу, отступить, заказать лейер, заказать дронов, заказать +1 на атаку. Если же оппонент пытается сражаться за третью, мы, естественно, принимаем этот вызов и деремся с его армией. Наша армия сейчас сильнее, у нас есть такое преимущество. Если же мы видим, что оппонента просто очень мало, то здесь я вижу, что его не хватает, у него всего лишь 7 роучей. Мы просто можем даже вот так вот напасть в наглую и кидать байлы. По поводу байлов. Байлы кидаем или в постройки, или в оверлордов, или в коконы и личинки. Стараемся не тратить байлы на юнитов, которые могут двигаться. Если и кидаем байлы в юнитов, то только в тех, которые уже окружены собаками. Ну и, собственно, вот и все. Довольно все просто. Главное помнить о том, что этот билд играется только против трехбазового опенинга. И, собственно, не забываем делать инъекции во время сражений, да, то есть королевы не должны копить ману. Вот у меня здесь мана немножко скопилась, это уже нехорошо, то есть видно, уже начинают копиться деньги. Вот, и если все идет прям удачно, то мы еще постепенно, параллельно можем выходить в макро. Вот, это и весь билд. Спасибо вам за просмотр. Давайте освежим еще раз в памяти наш билд. То есть его можно заскринить, посмотреть. Или неплохо будет, если вы подпишетесь на мой канал на YouTube, где будет еще видео, а также на мой Twitch и Twitter. Discord сервер в описании, там я выкладываю свои реплеи и делаю все анонсы. Еще раз большое спасибо вам, не забудьте поставить лайк и распространить это видео.